Независимо от того, как выглядит ребенок, он заслуживает любви и заботы. К сожалению, этого не произошло с мальчиком Чарли из этой истории. Реакция его родителей, когда они увидели его сразу после рождения, была душераздирающей. В конце концов они бросили его, но годы спустя он неожиданно навестил их, и вы не поверите, что произошло дальше. В детстве у каждого из нас были свои мечты, цели и фантазии, и Роберт с Эльзой не были исключением. Дуэт мечтал о том, чтобы поскорее завести семью, и они подумывали о том, чтобы завести много детей. Им нужны были исключительные дети с броской внешностью, голубыми глазами и пухленькими губами. Пара не считала, что просит слишком многого, потому что у них тоже была потрясающая внешность. Так что все, что им нужно было сделать, это просто родить детей, которые были бы в точности похожи на них. Роберт и Эльза происходили из бедных семей, поэтому после окончания средней школы они не могли позволить себе поступить в колледж. Кроме того, они на самом деле не были заинтересованы в получении ученой степени. Они просто хотели работать, накопить достаточно денег и начать бизнес по продаже уличной еды. На самом деле, они не были большими мечтателями, которые хотели заработать много денег и жить на широкую ногу. Они были довольны жизнью в скромной квартире, и если бы у них были деньги на то, чтобы обеспечить себя и своих детей самыми необходимыми вещами, возможно, раз в год ездить в отпуск, это было бы прекрасно. Супруги, которым сейчас было за 20, чувствовали, что накопили достаточно, чтобы создать семью. Эльза работала в детском саду, а Роберт на фабрике, поэтому они поженились в присутствии друзей и семьи. Вскоре после свадьбы они начали пытаться завести ребенка, и это не заняло много времени. На 18-й неделе пара прошла обследование и обнаружила, что у них будет мальчик. Чувствуя возбуждение и не в силах сдержать радость, Роберт закричал, заключил Эльзу в объятия и сказал ей: «Мы сделали это. Мальчик будет похож на меня, я стану отцом». Беременность протекала гладко, но однажды ясным субботним утром у Эльзы отошли воды, и муж срочно отвез ее в больницу. Ее вкатили на каталке в родильную палату, и в назначенное время у нее начались полноценные схватки. К сожалению, врачи обнаружили, что ребенок находился в неправильном положении, поэтому Эльзу быстро перевезли в операционную для экстренного кесарево сечения. Эльза не волновалась и не нервничала. Она была уверена, что роды пройдут хорошо. Она и не подозревала, что ее любовь вскоре подвергнется испытанию, и, к сожалению, она потерпит неудачу. 20 минут спустя бригада врачей наконец-то приняла мальчика, но как только они увидели его, у них перехватило дыхание. Как они могли упустить такую важную деталь при сканировании? Видите ли, у мальчика было слишком много волос на коже из-за заболевания, называемого гипертрихозом, и он также родился горбатым. Такой ребенок заслуживает большой любви и заботы, не так ли? Реакция его родителей была невероятной. Когда Эльза увидела его, она отшатнулась и велела медсестрам забрать у нее мальчика. «Это не может быть мой ребенок. Что вы с ним сделали?» Она заплакала. Реакция Роберта была еще хуже. Он не чувствовал связи с мальчиком. Он устроил скандал в больнице и обвинил врачей во внешнем виде ребенка. Врачи извинились за то, что упустили такую важную деталь при сканировании, однако заверили супругов, что существуют операции, чтобы избавиться от этой болезни. По мнению супругов, слова врача были бессмысленными. Где они возьмут деньги на операцию? Где они вообще возьмут деньги на постоянное медицинское обслуживание, в котором будет нуждаться мальчик? Вместо того, чтобы радоваться, пара была в отчаянии. Они провели бессонные ночи, беспокоясь о том, что подумают о них люди, если увидят их ребенка. К сожалению, маленький мальчик постоянно болел, и пара часто посещала больницу. И вот однажды они решили, что это не та жизнь, которую они хотели бы для себя. Что произойдет с их бизнес-планами? Что будет с их мечтами о знаменитых детях, которые будут ходить по подиуму? И вот в одну одинокую и печальную ночь они пришли к выводу: они отдадут мальчика. Возможно, ему посчастливится найти кого-то, кто обеспечит ему такую жизнь, какой он заслуживает. Если бы они только знали, что когда-нибудь пожалеют об этом решении. Пара отдала мальчика в детский дом, поцеловала его на прощание и ушла из его жизни навсегда. Они никогда не могли предположить, что через несколько лет снова увидят его.
Чарли вырос в детском доме заботливым, воспитанным и очаровательным мальчиком. К сожалению, его постоянно отказывались усыновлять из-за его внешности. Когда ему исполнилось 7 лет, мальчик начал думать, что его никто никогда не усыновит. Ему было больно каждый раз, когда приходилось прощаться с другом, которого усыновляли, но никто не приходил за ним. Но однажды, когда Чарли исполнилось 9 лет, удача улыбнулась ему. Состоятельная пара Джек и Линда, которым было под 40, но у которых не было детей, решили усыновить Чарли, и когда они попали в приют, то влюбились в него. Он выглядел таким грустным, в отличие от остальных детей, и мы хотели развеять эту грусть. Мы чувствовали сильную связь с ним и видели, что у него большой потенциал. Мы хотели помочь ему осуществить его мечты, сказала Линда. Усыновив Чарли, пара окружила его большой любовью, заботой и вниманием. Они также заплатили много денег, чтобы избавиться от горба, но, к сожалению, от лишних волос на его теле не было лекарства. Несмотря на это, Чарли научился любить и принимать себя таким, какой он есть. И все благодаря семейной паре, которая правильно его воспитала и научила никогда не позволять чужому мнению давить на него. Прошло время, и Чарли поступил в колледж изучать медицину. В свое время он окончил университет и начал работать хирургом. Чарли был прилежным врачом, который посвятил себя спасению жизни своих пациентов. 3 года спустя, поздно вечером, когда Чарли уже собирался закрывать клинику, ему позвонил мужчина, который попал в аварию и нуждался в срочной операции. Не теряя времени, Чарли переоделся и помчался в операционную, но ничто не могло подготовить его к тому, что ему предстояло увидеть. Когда Чарли вошел в операционную, он застыл, как только увидел своего пациента. Он словно смотрел на свою более старую версию. Чарли выглядел точь-в-точь, как этот человек. У них было одинаковое строение лица, глаза, нос. Другие хирурги в операционной тоже заметили сходство между ними, но ничего не сказали. Примерно через 5 часов операция была завершена, и она прошла успешно, поэтому Чарли вышел в приемную, чтобы сообщить жене пациента, что операция прошла успешно. Но когда он добрался туда, произошло нечто еще более шокирующее. Чарли заметил, что он тоже похож на ту женщину, особенно ее глаза. Что еще хуже, когда женщина увидела Чарли, она в ужасе вскочила и заплакала. Сбитый с толку и не зная, что сказать, Чарли только уставился на женщину. Эльза извинилась за то, что позволила эмоциям овладеть собой. Затем она сказала Чарли, что его внешность напомнила ей о ее сыне, у которого тоже были лишние волосы на коже и горб. «Мы ужасные родители. Мы с мужем отказались от нашего сына, но до сих пор сожалеем об этом. Кто знает, наш сын тоже мог бы стать врачом, как вы», — сказала она и добавила, что с тех пор, как они отдали его, у них не было возможности завести еще одного ребенка. Не дожидаясь, пока женщина закончит то, что хотела сказать, Чарли оставил ее и помчался домой. Его сердце бешено колотилось. Его ли имела в виду та женщина? Не мог ли он быть тем ребенком, от которого отказалась пара? Чарли рассказал все своей матери, и они отправились в приют, чтобы подтвердить подозрения Чарли. Он был прав. Он был биологическим сыном мужчины, которого оперировал, и женщины, которая изливала душу в приемной. 2 дня спустя Чарли посетил палату Роберта, где тот выздоравливал, и там же встретил Эльзу. Когда он шел к этой паре, его сердце так сильно колотилось в груди. Он был близок к тому, чтобы расплакаться, но изо всех сил старался сдержать слезы. Когда он оказался достаточно близко, Чарли сказал паре, что им нужно простить себя за то, что они сделали со своим сыном. «Я думаю, ваш сын простил вас, так что живите своей жизнью и будьте счастливы», — сказал Чарли и обнял пару. И в этот момент по его щеке скатилась слеза, но он быстро вытер ее, прежде чем они это заметили. После этого он вышел из комнаты, не оглядываясь. Чарли решил, что лучше не раскрывать свою личность биологическим родителям. Он не хотел вспоминать старые раны. Конечно, он был рад, что встретил их, но решил оставить свое прошлое позади и сосредоточиться на будущем. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Чарли? Рассказали бы биологическим родителям правду? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео,
то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.